Каждый город рождает своих монстров, но Джокер не просто порождение Готэма, он воплощение его бессознательного, отражение глубинного страха, который люди прячут за масками порядка, законов и морали. Он приходит не как преступник, а как диагноз, как зеркало, в котором мир видит себя без грима. Мы не знаем, кто он, у него нет имени, прошлого, нет даже подлинной истории появления, только противоречивые шрамы и чужие легенды. И именно это делает его страшным, ведь человек без прошлого свободен от всего, что делает нас уязвимыми. У него нет корней, нет смысла, нет причин, значит нет и ограничений. Он не хочет ни власти, ни денег. Все, что ему нужно, доказать, что порядок – это иллюзия, что любой, кто себя считает добрым и разумным, способен на безумие, стоит лишь столкнуть его с хаосом лицом к лицу. Джокер – это философия абсурда в человеческой форме. Его смех – не радость, а крик, который стал искусством. Он смеется не потому, что ему весело, а потому, что он понял ужас. В этом мире нет логики. Если все игра, то почему бы не стать тем, кто нарушает правила? Он нарушает не ради разрушения, он разрушает ради истины. Его хаос не анархия, а метод вскрытия. Как скальпель в руках безумного хирурга, он разрезает ткань общества, чтобы показать гниль под поверхностью приличия. Он видит лицемерие в людях, которые говорят о справедливости, но боятся действовать. Он смеется над моралью, созданной для самоуспокоения, и в этом его искренность. Он не прячется за ложной добродетелью, не притворяется, что верит в добро. Он просто говорит: «Этот мир гниет, и я его улыбка». В каждом кадре, в каждом жесте, в каждом шраме он непредсказуем, потому что его поступки не подчиняются человеческой логике. Он не действует из злобы, не движим жаждой мести, он разрушает, потому что мир построен на лжи, и только пламя может показать, что останется, когда исчезнет дым. Его безумие – это не болезнь, а свобода. Это состояние человека, который перестал искать смысл там, где его нет. Он не безумен, он слишком трезв. Он понял, что порядок – всего лишь договор, придуманный теми, кто боится хаоса, а страх – лучший инструмент управления. И чтобы разрушить систему, нужно не бороться с ней, а показать ее бессилие. Он катализатор, искра, от которой горят иллюзии, и каждый, кто сталкивается с ним, сталкивается прежде всего с самим собой, потому что Джокер не убивает случайных людей, он разрушает систему координат, в котором мы чувствуем себя нормальными. Он заставляет каждого задать главный вопрос: а что если безумие – это единственная форма честности? Готэм пытается его остановить, но не может, потому что Джокер не где-то снаружи, он внутри. В каждом человеке, который хоть раз хотел, чтобы мир просто сгорел. Он не враг общества, он его отражение. И пока мир живет ложью, такие как Джокер будут возвращаться. Не потому что они хотят разрушить порядок, а потому что напоминают: порядка никогда и не было. Каждый герой рождает своего антагониста, но Джокер не просто враг Бэтмена, он его отражение, искаженное, но правдивое. Две стороны одной монеты брошены в бездну Готэма. Один выбрал контроль, другой – хаос. Один пытается спасти мир от тьмы, другой показывает, что тьма в нем самом. Их борьба – это не противостояние добра и зла, это столкновение двух философий – веры и безысходности. Бэтмен верит, что мир можно исправить, Джокер, что его нельзя спасти. И где-то между ними правда, холодная и беспристрастная, как нож. Для Джокера Бэтмен не просто враг, он доказательство, символ того, что даже самый сильный человек способен сломаться, если столкнется с хаосом лицом к лицу.
Он видит в нем человека, спрятавшего боль под маской справедливости. Он чувствует, что за броней и символом тот же страх, та же утрата, та же внутренняя бездна. И именно поэтому он так одержим Бэтменом. Он не хочет его убить, он хочет разрушить его веру, показать, что разницы между ними нет, есть лишь выбор, сделанный в разные стороны одной и той же бездны. Джокер устраивает свои моральные эксперименты не ради развлечения, а ради истины. Он ставит людей в ситуации, где их маски слетают, где благие намерения превращаются в животный страх, где добродетель ломается под давлением инстинкта самосохранения. Потому что он знает, настоящий человек проявляется только в хаосе. И чем сильнее человек верит в свою правоту, тем громче он кричит, когда эта вера рушится. В этом смысле Джокер не просто безумец, он философ разрушения. Его эксперименты – это зеркала, в которых человечность отражается без фильтров. Паром, который он взрывает, это не акт террора, это социальный тест. Он проверяет, сколько стоит мораль, когда жизнь висит на волоске. И когда люди не поддаются, он смеется. Не потому что проиграл, а потому что увидел искру, которой сам лишен. Он всегда ищет ответ на один вопрос. Существует ли добро без иллюзий? И каждый раз приходит к одному выводу. Нет. Добро держится на страхе, на границах, на необходимости верить во что-то. Но стоит эти границы стереть, и человек превращается в него. Бэтмен – его противоположность, он строит систему, Джокер рушит ее, но их методы одинаковые. Оба действуют вне закона, оба живут в ночи, оба понимают, что спасение требует жертвы. Разница лишь в том, что один делает это ради смысла, другой ради того, чтобы доказать его отсутствие. И в этом их вечный танец. Когда Бэтмен ловит Джокера, он не чувствует победы, только пустоту. Потому что он понимает, пока он жив, Джокер будет возвращаться. Не как человек, а как идея, как напоминание, что добро без зла не существует, что герой рождается только из ужаса, который он пытается остановить. Джокер знает, победить Бэтмена значит убить смысл его существования, но не хочет его уничтожить, он хочет, чтобы он жил, чтобы каждый день просыпался и чувствовал, как тьма внутри него становится ближе. Чтобы понял, их борьба не игра в героев и злодеев. Это философский диалог, где нет правых и виноватых. Они оба дети одной боли, просто выбрали разные пути, чтобы с ней справиться. Брюс Уэйн создал маску, чтобы удержать хаос внутри. Джокер снял маску, чтобы выпустить хаос наружу. И потому их встреча неизбежна. Она часть одной системы, которая никогда не будет завершена. Если исчезнет Джокер, Бэтмен потеряет смысл. Если исчезнет Бэтмен, хаос Джокера потеряет цель. Они как вдох и выдох, свет и тень, порядок и безумие. Их судьба – вечное противостояние, которое не может закончиться, потому что за ним скрыто не сражение людей, а борьба идей, вера против абсурда, смысл против пустоты. Когда Джокера ловит, он смеется, потому что знает, он уже победил. Он показал миру, что герой не спасает, он просто сдерживает разрушение. Что добро не истина, а выбор, который каждый делает, глядя в бездну. И бездна всегда отвечает смехом, его смехом.